Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Россия может потерять до 5 миллиардов долларов экспорта из-за транзита газа через Украину. Какова вероятность и последствия различных сценариев развития событий? Степень риска для Украины – это максимальный ущерб для России? Если говорить про, давайте, про финансовую составляющую, она тут двоякая. То есть, с одной стороны, когда пытаются оценивать объем, который, в принципе, проходит через территорию Украины, а тут у нас опять начали ссылаться на Bloomberg, который сел там, посчитал что-то, то учитывают, во-первых, некоммерческие показатели цены газа, а прогнозные показатели, которые Минэкономразвития в своих прогнозах использует. А Минэкономразвитие, ну, исходит из неких предположений, что в 2024 году газ, идущий в Европу, будет стоить вот столько-то при таких-то, таких-то вводных. Вводные зависят от биржевых котировок в Европе. Вдруг кто не знает, российский газ в Европу идет с учетом европейских биржевых котировок. Это не только там фьючерсы на месяц вперед, это там какая-то спотовая составляющая, там форвардные котировки там на полгода вперед учитываются и прочее, прочее, прочее. То есть есть формула цены по долгосрочным контрактам, в которых прописываются определенные параметры, которые там друг с другом надо, друг на дружку так перемножаем, делим на какой-нибудь коэффициент, который у нас там принят, и хопа, получаем цену на квартал. В качестве соответствующих показателей используются вот те самые биржевые котировки. Вот. Знать биржевые котировки наперед мы не можем. Соответственно, знать коммерческую цену, то есть цену по контракту, по которой газ будет идти во втором там, прошу прощения, в следующем квартале относительно того квартала, когда вы публиковали свой прогноз, вы не можете. Если вы на год вперед пытаетесь прогнозировать, то вы вообще будете очень осторожны в своих прогнозах, потому что сейчас вы слишком завысите эти прогнозы, а кому это надо. Вы лучше так поскромнее сделайте, а потом, если получится хорошо, ну, то есть котировки выше, вообще замечательно. Вы будете молодец. Вы посчитали меньше, а собрали больше. Кто умницы? Ну, те, кто будет собирать. Вот они будут умницы. Вот, то есть, когда Bloomberg, соответственно, считает доход от поставок газа через территорию Украины, то Bloomberg считает, исходя из предполагаемых показателей, которые, ну, могут быть выше, могут быть ниже. Ну, скорее всего, они будут выше, потому что прогнозы публиковались на фоне более низких биржевых показателей, и предполагалось, соответственно, что биржевые котировки и дальше будут, ну, низкими, примерно на докризисном уровне, а они хопа и во втором полугодии начали снова расти. Ну вот. Сейчас они порядка $500 за 1000 кубических метров. В январе может быть вообще все что угодно, там и 600, и 700, может быть 400, что характерно. То есть может быть буквально что угодно. Может быть резкий рост, может быть снижение при определенных условиях. Но все-таки $320 за 1000 кубических метров, из которых исходил Bloomberg, я бы считал заниженной оценкой. Они исходят, опять же, из объема поставок порядка 15 миллиардов кубических метров. На самом деле будет поставлено чуть больше. Опять же, вот если за следующие 2 недели не произойдет чего-нибудь, то будет поставлено больше 15 миллиардов кубических метров. И, соответственно, средняя цена будет больше $320. Но это просто уточнение, которое необходимо сделать, если мы вот касаемся тех оценок, которые у нас в СМИ пошли, что вот примерно 5 миллиардов долларов Россия может потерять, если остановится транзит через Украину. Ну, во-первых, не 5, во-вторых, вы неправильно считаете. Вы неправильно считаете, потому что часть этого газа можно будет перенаправить через турецкий поток. Турецкий поток, или точнее сказать, через турецкий коридор, который включает в себя как турецкий поток, так и систему магистральных газопроводов на территории Балкан, ну и далее, потребителям, там, скажем, в Венгрии. В Венгрии, в Румынии, вот туда. А, соответственно, потеряны будут явно не 15 миллиардов кубических метров,
И более того, мы еще должны сказать, что они неправильно считают, потому что мы не знаем, сколько газа российского будут в принципе импортировать в следующем году. То есть представим себе ситуацию, что транзит продолжается. То есть два работающих коридора, украинский и турецкий, продолжают действовать. Сколько газа будет куплено? Неизвестно. Неизвестно по разным причинам. Может быть, спрос будет ниже, может быть, спрос будет выше на газ в 2025 году относительно 2024 года. Может быть, снизится спрос на российский газ, может быть, он немножко увеличится. Мы не знаем и знать этого не можем, в принципе. Это даже с условием того, что оба коридора будут работать. Ну а если один из этих коридоров вдруг остановится, то не 100% газа, которые через него идут, остановятся, прекратят прокачиваться. Часть этого газа пойдет, собственно, через турецкий коридор. Вот. Это одна сторона вопроса. То есть посчитали 5 миллиардов, но к этим 5 миллиардам надо массу оговорок делать. Далее. Кроме дохода непосредственно от покупки газа, точнее от продажи газа, мы должны учесть, что Российская Федерация, ну, вот как государство, получает не эту сумму. Она получает несколько иную сумму от дохода за вот эту самую продажу. То есть, если мы даже возьмем, ну, просто для ориентира, 5 миллиардов долларов, то 30% это вывозная таможенная пошлина. От 5 миллиардов 30% это у нас сколько? 150 миллионов. Если я неправильно посчитал, напишите в комментариях. А если правильно посчитал, тоже напишите в комментариях. Мы любим, когда в комментариях пишут, да и побольше, побольше, побольше. А если еще ставят лайки, делятся нашими видео, ой, мы вообще в восторг приходим. Вот Максим, который сейчас за кадром, он просто, знаете, вот начинает радоваться, торт покупает, шампанское открывает. Ну, в общем, полный восторг у человека. Давайте, доставьте к Новому году Максиму радость и поделитесь все этим видео. Так вот, максимизируем количество просмотров. Вывозная таможенная пошлина платится. Далее. Налог на прибыль от реализованного газа. Ну, то есть вы получили доход, вы получили прибыль, налог на прибыль. Вы должны заплатить. Кроме того, с этого газа выплачивается налог на добычу полезных ископаемых. Тут, правда, стоит сделать оговорку. Ввиду того, что у нас несколько сокращались объемы добычи, и, ну, ввиду того, что бюджет надо наполнять, «Газпрому» сказали, доплачиваю 50 миллиардов каждый месяц. Вот. И «Газпром» доплачивает по 50 миллиардов каждый месяц. Ну, соответственно, дополнительно платит 600 миллиардов рублей в бюджет, просто вот как некое дополнение к тем налогам нефтегазовым, которые с него и так взимаются. Эта нашлепка никак не зависит от того, сколько газа производится. Это просто нужно заплатить. Все. То есть у нас налог на прибыль, понятно, вывозная таможенная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых. Это, собственно говоря, вот нам нужно было все проговорить, чтобы подойти к теме остановки транзита, а сколько Россия потеряет, а как она потеряет. То есть без понимания, а на чем, собственно говоря, деньги теряются, мы, ну, в принципе, не сможем идти дальше. А если «Газпром» еще и дивиденды выплатит за 2024 год, то государство получит, ну, около четверти чистой прибыли компании, потому что 50% чистой прибыли отправляется на дивиденды. Это если дивиденды, в принципе, выплачиваются. Теперь про министра финансов. Министр финансов у нас, как подали все его слова, сказал, «Газпром» не выплатит дивиденды. Сказал он на самом деле следующее, что государство не рассчитывает на дивиденды «Газпрома» при составлении бюджета. Это, согласитесь, звучит немножко по-другому. Не выплатит и, ну, не рассчитывает. Вот. Это, кстати, мои слова сейчас не надо воспринимать так, что всем надо бежать быстренько покупать акции «Газпрома», пока они очень дешевые, и потом хопа, и вы невероятный навар получите на этом. Нет, 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 нет. Это надо воспринимать просто так, что не столь однозначно надо трактовать слова того же министра финансов. Тем более при определенных условиях государство, как крупнейший акционер, может сказать, ребят, надо заплатить дивиденды. Ну и дивиденды придется заплатить. Вот, в первую очередь государству. И за прошедшие вот почти уже 3 года государство дополнительно с «Газпрома» взяло 1 триллион 200 миллиардов рублей
в 2022 году. Это дополнительные налоги по 400, примерно по 400 миллиардов рублей в месяц во второй половине 2022 года были там 3 месяца, это вот нашлепка действовала, соответственно, где-то 1 триллион 200 миллиардов получилось. То есть, по сути, государство взяло примерно половину чистой прибыли, ту самую величину, которую планировали отправить на выплату дивидендов. Вот, это, ну, конечно, многих опечалило, но вот государство компенсировало некоторые расходы, которые оно несло. И потом государство вело вот эти дополнения в виде, с 23 года, в виде вот этих 50 миллиардов долларов, господи, долларов, 50 миллиардов рублей в месяц, ну, 600 миллиардов в год. Ну, соответственно, за 2 года государство еще 1 триллион 200 миллиардов дополнительно с «Газпрома» получает. И на этом фоне, ну, как-то вот не 5 миллиардов долларов Россия потеряет. В общем, кто написал, да, дорогие друзья, кто написал, что 150 миллионов это неправильно, вы молодцы, все абсолютно верно, 1,5 миллиарда долларов, получается, нужно было бы заплатить в качестве вот соответствующего налога. Ну и благодаря текущему курсу, в общем-то, довольно просто посчитать, что это где-то 150 миллиардов рублей. Для понимания масштабов, за ноябрь где-то 65 миллиардов рублей было выплачено в виде вывозной таможенной пошлины за газ. Вот, то есть это, ну, как бы 2 месяца хопа исчезают. У нас неприятно, более чем неприятно. Но, с другой стороны, у нас растут вывозные, у нас растет объем поставок на других направлениях, поэтому номинально часть этой суммы будет компенсирована ростом поставок туда. Другое дело, что там газ на данный момент пока что дешевле. Однако я напоминаю, что с 2025 по 2027-2028 годы возникают предпосылки для кризиса перепроизводства. А если этот кризис случится, он вполне возможен. Он неизбежен, но возможен. И вот если этот кризис случится, то это будет означать, что газ, поставляемый с биржевой привязкой, будет дешевле, чем газ, который будет поставляться с нефтяной привязкой, что в свою очередь сделает премиальным восточное направление поставок российского газа, куда газ идет как раз-таки с нефтяной привязкой. В следующем году, я напоминаю, в Китай вместо 30 запланированных на 2024 год, ну, скорее всего, будет 31-32 миллиарда. Вместо 30 миллиардов запланированных будет уже поставляться 38 миллиардов кубических метров. В декабре «Газпром» вышел на суточные максимальные объемы поставок. И вот где-то там 6-8 миллиардов кубов даст китайское направление. Почему 6-8? Потому что номинально 30 мы должны в этом году поставить. Поставим больше, там 31-32 миллиарда. Ну, соответственно, разница так. С будущим годом будет где-то 6-8 миллиардов кубов. И плюс у нас будут расти поставки в Среднюю Азию. Опять же, они должны вырасти достаточно, чтобы компенсировать вот эти 10 миллиардов, которые теоретически выпадут на направление Европейского Союза. И еще раз подчеркиваю, потеряно будет, скорее всего, не 150, прошу прощения, не 5 миллиардов, которые насчитали господа из Блумберга. Будет потеряна, исходя из текущих цен, сумма иная, не скажу больше, но иная, и считать надо не от 100% поставляемого газа через Украину, а исходить из того, что 2/3 газа, поставляемого через Украину, ну, не будут поставляться. Скорее всего, где-то треть постараются перебросить на турецкое направление. Ну, опять же, тут, в общем, январь скоро будем надеяться, все увидим, как оно там будет действовать. Как только увидим, обязательно вам все расскажем. Ну и на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо за помощь и поддержку. До новых встреч! Да, всего хорошего, но, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», это мой персональный, на телеграм-канал «Инфотек», ну и заходите на сайт «Инфотек», чтобы читать чудесные статьи замечательных отраслевых экспертов. На сегодня все. Всего хорошего.